Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Главной интригой сезонных показов недели моды в Париже стала коллекция «Осень-зима» 2024-2025 британского бренда Alexander McQueen. Ведь работу над созданием образа модной линейки нынче доверили новому креативному директору Шону Макгиру. Уж так сложилось, что кадровые перестановки теперь рутинная практика для фэшн-индустрии. Каждый сезон мы с вами, друзья, обсуждаем рокировки дизайнеров, а также дебютные коллекции новоиспеченных руководителей. Как следствие, во всем этом новостном шуме важность данного события сильно притупляется. Но в общем потоке все-таки всплывают по-настоящему знаковые и, я бы даже сказала, исторические изменения. К таковым, безусловно, относится назначение Шона Макгира ведущим дизайнером дома моды Alexander McQueen. О том, потянет ли он миссию креативного директора, уже с первого дня идут постоянные споры. Поклонники основателя бренда укоряют дизайнера в перевирании наследия, другие ораторы находят отзвуки предыдущих работодателей Шона, а некоторые даже вспомнили добрым словом Сару Бёртон. Однако, вопреки общему настроению, мне здесь хотелось бы сделать акцент на позитивных моментах, среди которых не самые очевидные референсы, упор на портновское мастерство и последовательная драматургия всей коллекции. Модное шоу состоялось в заброшенном железнодорожном депо на окраине Парижа. Выбор места явно подчеркнул любовь самого Маккуина к максимально неприглядным, вызывающим отторжение локациям. Да и многое в представленном гардеробе на осень содержало отсылки к архивной коллекции птицы. Как вы уже успели заметить, друзья, показ открывала модель, которая, как куколка, была замотана в ламинированный трикотаж, словно пропитанный черным гудроном. Его даже сравнили с элегантным мешком для мусора. Подобный наряд только из упаковочной пленки в 1995-м представил на подиуме Маккуин. Из похожего назовем еще обувь, напоминающую то копытца, то птичьи лапы с растопыренными когтями, и растрепанные, либо наоборот прилизанные, рассеченные пробором, блестящие, как вороново крыло, прически. И даже знакомая походка моделей, ковыляющая, сосредоточенная и чуть угрюмая. Но Макгир сегодня не просто цитирует, повторяя формы и силуэты. Он выстроил новую линейку образов не как сборник цитат, а именно как цельную, последовательную коллекцию. Огромную, кстати. Здесь вы найдете пальто с меховым воротником и манжетами, как напоминание о коллекции Данте. Есть мохнатые топы, тоже с воротниками, словно охотничьи трофеи, превращенные в одежду. И леопардовый принт, в котором звучит первобытная магия, но ни грамма вульгарности. Есть дивные вязаные и меховые вещи, напоминающие камень, мох, свалявшуюся шерсть животного, ведь Маккуин часто говорил, что природа – лучший художник. Не менее хороши кожаные плащи, подпоясанные шнуром, в дуэте с надвинутыми глубоко на лоб шляпами. Вероятно, это отсылка к тем самым детективам, что когда-то ловили в Лондоне Джека-потрошителя. Платья и топы, словно собраны из осколков разбитых зеркал, похожие были в коллекции 2021-го. А еще викторианские силуэты, брутальные первобытные черты и словно прилипшие к телу кружева, напоминающие татуировку. Отдельного восхищения достойны костюмы с остроплечьими приталенными пиджаками, нереальной строгости и расслабленности одновременно. Идеальный крой, которым славился основатель бренда, воспроизведен дизайнером без единой погрешности, только чуть смягчен, ровно настолько, чтобы не потерять своего совершенства. 3 скульптурных платья в финале модного шоу, желто-салатовое, синее и черное, очень похожи на металлические панцири, надетые на прелестных девушек-пришельцев. Скорее всего, это отсылка к архивной линейке Плато Атлантис 2010-го. Непонятно почему, но они едва ли не самые трогательные вещи во всей огромной коллекции. Что опять, безусловно, роднит Макгира с Маккуином, героини которого всегда были трогательными до слез. А вот чего не было в дебютной работе Шона, так это шотландской клетки, забинтованных голов, роботов, откровенных бамстеров, роскошных платьев из водопада воланов и кружев. То есть дизайнер не использовал ни единого запрещенного приема. А ведь мало кто удержался бы от такого соблазна, за что ему, конечно, респект. Макгир посмотрел на готическую, сумрачную эстетику именитого модного дома со стороны, с позиции сегодняшнего и без того не самого простого времени, и добавил чуточку комфорта и света. Ничего не опошлил, нигде не сфальшивил. Он сразу сыграл по-крупному, не прося пощады и скидок на первый раз. И выиграл, чего уж тут скажешь.
Впрочем, это только мое мнение, а ваши, мои дорогие зрители, я с большим интересом жду в комментариях. Приятного просмотра, нескучного дня и по нашей доброй традиции только позитивного, солнечного настроения.